Всем привет и здравствуйте, мои дорогие друзья! Как высшие силы видят вашу ситуацию, как хотят вам помочь и в чем заключается ваша удача. Сейчас я буду раскладывать для вас карты Таро. И приглашаю вас на расклад. Устройтесь так, чтобы вам ничего не мешало, и вы с пользой для себя получили в подарок этот расклад, прояснили вашу ситуацию, посмотрели, что действительно там происходит с этим человеком, о котором вы думаете. Загадайте себе, пожалуйста, как высшие силы видят вашу ситуацию. И я скажу все, что слышу и увижу в раскладе. Это будет экспресс-расклад. Иногда хочется посмотреть коротко, знаете, за чашкой чая, чтобы расслабиться и хорошо отдохнуть, может, в середине дня или вечером. И поэтому будет все очень компактно. Итак, как высшие силы видят вашу ситуацию? Вначале, кто вы по мнению высших сил? Смотрите, по мнению высших сил, вы паж Пентаклей. Вы человек, который может зарабатывать больше, который может лучше сделать карьеру, который может жить лучше, в лучших житейских, в лучших бытовых условиях. Я не знаю, ли было слышно, потому что у меня микрофон был в другом месте, вы уж простите меня, дорогие. Итак, вы можете лучше жить. Высшие силы видят вас как человека, который может лучше жить. В лучших бытовых условиях, конечно. И лучше зарабатывать. Как видят высшие силы тех людей, о которых идет речь, и которые тоже задействованы в этой ситуации? Я посмотрю двоих. Так что загадайте человек номер 2 и человек номер 1. Человек номер 1. Ну, смотрите, видите меч в руке, да? Это королева меча. Это человек, которого вы загадали, и он тоже является вот участником вашей ситуации. Он не очень хороший, или женщина, или мужчина. Может, тяжелый характер, может, и неплохой, но характер тяжелый, да? В принципе, он здесь букет делает из цветов, да? Но меч все-таки есть, отрежет все, что не нужно. То есть человек очень такой, знаете, категоричный. Вот этот первый вы загадали, категоричный. Может, ваша мать или любимый, или кто-то из детей, но кто-то очень категоричный, или подруга, или начальник. Вы знаете, меч постоянно в руке наготове. Вот скажет, как отрежет, грубое слово в карман не полезет, и очень такой на взводе постоянно. За словом в карман не полезет такой человек. Так, теперь я возьму еще человек номер 2, как высшие силы его или ее видят. Смотрите, паж жезлов, да, ну вот этот как ребенок, второй человек, ведомый, да, ведомый как ребенок. Здесь такой ослик, здесь вот он как играется, он сам не очень понимает, что происходит, или она. Он как бы ни при чем, как бы третий лишний, как бы, знаете, ну, в любом случае он вот краем глаза все видит, краем уха слышит. И на первый взгляд кажется, что то, что он видит, то, что он слышит, как бы его не касается. Он та-та-та-та-та-та, да. А на самом деле, может, даже где-то и какой-то негатив делает из-под тишка. Знаете, как у нас в детстве говорили? Говоришь на меня, переводишь на себя. В общем, боится всех, боится. Испытывает на себе негативное влияние человека номер 1. Это вполне возможно. И, знаете, делает вот такую магию, якобы детскую, но детская магия, она самая сильная, кто не знает, да? Но он делает что-то такое, какую-то магию делает. Вот такие игроки, такие участники в этой ситуации, в которой вы себя сейчас нашли. А как будет все развиваться? Минутку, сейчас посмотрю. Как будет все развиваться, да? Ой, ну что, очень хорошая карта. Вы выиграете в этом. Вы выиграете. Это вы. Я вам напомню, где были вы. Вы паж Пентаклей. Вы выиграете в этой ситуации. Высшие силы хотят вам помочь, хотят что-то прояснить. Вот солнце – это когда защита от негатива. Даже может быть, знаете, такое чувство, что эти двое могут посылать вам негатив. Один сознательно, другой несознательно. Один по большой любви, другой по большой заботе или по дружбе в кавычках. Но вот от этих людей защищает вас вот такое чувство, что сам ангел-хранитель пришел и защищает, потому что это и есть карта Солнца. Карта Солнца – это архангел Михаил, который пришел и защищает вас, да, и говорит, что ну, ты не должна никого бояться, потому что Солнце – это старший аркан защиты. Ситуация будет проясняться, ваша правда,
правое дело, поэтому выигрыш будет за вами. Сейчас проверим, что еще высшие силы хотят сказать. Да, тройка пентаклей. Здесь ваш доход утроится. Тройка пентаклей очень хорошая карта. Она говорит, что доход ваш может быть в 3 раза больше, кстати. Или же, знаете, пентакли это же тоже, когда в 3 раза лучше будет. Пентакли просто помощники, монеты помощники. Потом уже люди из них деньги сделали. Originally, то есть на самом деле слово монета означает помощница. То есть в 3 раза будет помощи больше, в 3 раза вы лучше будете жить. Здесь еще вот аист мне намекает, что у вас будут перемены в личной жизни. Вы где-то переедете или съедете с кем-то. Вот кто-то сейчас, какой-то мужчина на пьедестале. И такое чувство, что Верховный Жрец творит какую-то магию, чтобы привлечь удачу в вашу жизнь и привлечь какого-то человека вам на помощь, на пользу. И здесь 8 жезлов говорит, что да, магия делается, и это светлая магия. Лес – это ваше подсознание, это то, чего не видно, это внутренний мир. И сейчас, когда все мы переходим в 4 измерение, меня иногда спрашивают, что это означает, что это за зверь такой, и с чем его едят. В общем, все очень просто. 4 измерение всегда было на Земле, всегда. 8 – это дважды 4, поэтому об этом говорю. Вот здесь квадрат, 4 угла, но 8 – это дважды сильнее теперь входит в нашу жизнь то, чего не видно. 4 измерение – это невидимый мир, параллельный мир, который всегда был, но мы его не видели. Теперь все его увидят. Раньше видели только избранные, но теперь все его увидят, этот новый мир, этот невидимый мир, и то, что мы будем больше понимать в жизни на 25%. Потому что у нас было 3 измерения, теперь добавляется 4, на 25% увеличивается возможность увидеть весь мир. Так что возможностей у людей будет жить лучше на 25% хотя бы, а может быть даже и на все 100. Карта сама перевернулась, и она что означает? Это тройка меча. И вот вы идете в свой дом, и вы не знаете, чего ожидать там, да? Иногда так бывает, вы идете в дом и не знаете, там может быть пьяный муж, не дай бог, если у кого, или же какая-то нервная мать, или дочь, или сын, которые вами пользуются, или у вас с ними напряженные отношения. Или может у вас дом такой, что требует ремонта, квартиру нужно больше, денег не хватает. В общем, какая-то разруха, тройка меча. Разруха. И вы не понимаете, почему вы не можете вырваться из этого замкнутого круга. Тройка меча об этом, да. Да, пока вы будете идти на пути к счастью и избавлению от негатива и улучшению ситуации, на этом пути у вас будут моменты, когда вам тоже придется еще посражаться за свое счастье, да, вам придется еще столкнуться с препятствиями, столкнуться с трудностями. Но вот эти трудности будут вам, конечно, по плечу, потому что 3 по нумерологии – это намного меньше, чем 8. И 8 – это вот как 8 ангелов сейчас вам помогают, а 3 – это как 3 препятствия. 3 препятствия, которые могут быть у вас на пути, которые вы спокойно и с достоинством победите. Одна из лучших карт – это 6, старший аркан, это карта влюбленные. В этой колоде называется The Lady and the Lord, и это женское и мужское божество. Это как раз летнее божество, женское и мужское. А по северным народам, там где руны и все такое, там есть 4 мужских божества и 4 женских. То есть это все ипостасия Творца на земле, которая проявляется. Идет все по сезонам. Да? Вот это летний сезон, это значит счастливая жизнь вас ожидает с человеком достойным вас. И дерево вашей жизни – это дерево судьбы, и оно расцветает. И здесь дуб говорит, что сильное здоровье, сильный иммунитет, сильные здоровые отношения с человеком, который вам дан, потому что он вам подходит. Да? Собаки, конечно, обе собаки – это дружелюбное ваше отношение друг к другу и с другом. Ну, а вот здесь вот эти, знаете, жезлы и лук – это все ваши инструменты, чтобы добывать себе пропитание и чтобы защищаться от врагов, понимаете? И чтобы вот это творится магия, такая магия, знаете, руническая магия древняя, которая говорит, что сейчас будет приумножаться успех. Ваша ситуация вырулится, но когда вы пройдете вот эти 3 трудности, с этими трудностями вы справитесь легко, легче, чем раньше справлялись. Потому что сейчас вот вершится суд верховный. И все колдуны, которые были задействованы, или же злые люди, они будут наказаны. Сейчас вот этот верховный жрец вершит суд. Ведь на тройке пентаклей у нас верховный жрец изображен. Да, эти карты, они же магические. Именно эта колода, она
вот по древней такой магии, чтобы привлечь удачу. У вас будет поиск своего пути, вы найдете свой путь. Здесь, может быть, вы или же перейдете на лучшее предприятие, или будете что-то сами делать. Но здесь вы найдете свое жизненное предназначение, и ситуация вырулится. Ситуация вырулится, карта Солнца говорит, все будет прекрасно развиваться. Высшие силы видят вас уже, как вышли вы из этого победителем. И подсолнух намек на ваш гороскоп, в котором все хорошо. Да, временные трудности, временные препятствия. Временные. Но здесь, вот видите, вершится суд. И я хочу сказать, что вот эти люди, которые два задействованы, мы их разобрали, да, говорили о них. Да, это временные трудности, переход. Эти люди, знаете, вы поймете много, вот взаимодействие с этими людьми научит вас многому в жизни. Но прорветесь, вы обязательно прорветесь. Ну вот эта карта талисман, конечно, вам на удачу, на счастье. Я знаю точно, что у вас будет все хорошо и замечательно. Со своей стороны скажу, что я Лена, Ванкувер, Канада. Делаю для вас видео с удовольствием, чтобы вы с пользой для себя провели досуг и планировали свое будущее относительно тому, что карты дают, какие советы. Будем видеться, мои дорогие. Пока-пока всем и до новых встреч.